Испытание травами. Даже среди многочисленных легенд о ведьмаках это слово выделяется особым ужасом. Это не просто этап обучения, это не просто проверка силы духа. Испытание травами — это кошмар, в котором 9 из 10 мальчиков находили мучительную смерть, а выжившие становились совершенно иными существами. Ведьмаки сами редко говорили об этом. Они не делились подробностями, не описывали собственные муки. Все, что известно, собрано из слухов, записей чародеев и догадок. Но именно здесь, в этих жутких лабораториях и алхимических залах, рождались охотники на чудовищ. Зачем нужны были ведьмаки? Чтобы понять смысл испытания, нужно вернуться в прошлое. После конъюнкции Сфер-мир оказался наводнен чудовищами. Вампиры, оборотни, гули, химеры, существа, которые пришли из иных измерений, были сильнее любого воина. Обычные солдаты и рыцари погибали, маги не могли постоянно охранять деревни, и тогда чародеи решили создать нечто новое. Сочетание алхимии, магии и экспериментов должно было породить бойцов, способных не только выстоять, но и уничтожать монстров. Так и появилась идея ведьмаков – людей, измененных мутациями. Первые шаги ведьмаками не рождались, ими становились. В раннем возрасте мальчиков забирали из деревень, иногда за деньги, иногда обманом, иногда силой. Чем моложе ребенок, тем больше у него шансов было выжить. Организм легче поддавался перестройке. Сначала они проходили обучение, учились фехтованию, основам алхимии, тренировались выносливость. Но все это было лишь подготовкой к самому страшному – испытанию травами. Суть испытания. Что же это такое? Испытание травами – это комплекс алхимических и мутагенных процедур. Юного кандидата подвергали воздействию отваров из редчайших и ядовитейших растений, мутагенов, извлеченных из тел чудовищ и магических ритуалов. Мальчик несколько дней находился между жизнью и смертью. Его тело лихорадило, он бредил, испытывал чудовищные боли. Органы буквально перестраивались, кости ломались и срастались заново, кровь становилась иной. По преданиям, из 10 юношей, подвергшихся испытанию, выживали лишь 1 или 2. Остальные погибали в страшных мучениях. Первые стадии. Первая стадия заключалась в приеме специальных отваров. Это были смеси из десятков ингредиентов: мандрагоры, ядовитых грибов, сушеных трав, насыщенных магической энергией. Тело кандидата начинало сопротивляться. Температура поднималась, начинались судороги, кожа покрывалась язвами. Многие умирали уже на этом этапе, не выдержав ядов. Те, кто выживал, переходили ко второй стадии – введению мутагенов. Эти вещества добывались из чудовищ и были крайне нестабильны. Они внедрялись в кровь, меняли обмен веществ, разрушали старые клетки и создавали новые. Легенды и страхи говорят, что в эти дни мальчики кричали так, что их вопли слышали далеко за пределами крепости. Учеников запирали в камерах, где они метались в бреду, царапали стены, а иногда пытались вырвать собственные глаза или когтями распороть кожу. Некоторые хроники описывают, что ведьмаки во время испытания видели кошмары, демонов, монстров, сцены собственной смерти. Маги утверждали, что это не просто бред, а отражение той борьбы, которую вели души мальчиков. Вторая стадия – мутагены. Когда организм кандидата уже был обессилен ядами и отварами, начинался следующий этап – введение мутагенов. Эти вещества добывали из тел чудовищ. Они были нестабильны, опасны даже для опытных чародеев, но именно они переписывали суть человека на клеточном уровне. Мутаген разрушал старую ткань и создавал новую. Скелет становился прочнее, мышцы соплотнее, зрение и слух острее. У мальчика появлялась способность видеть в темноте, различать малейшие звуки и движения. Но цена была страшна. Организм горел, словно его пожирало пламя изнутри. Вены вздувались, кожа чернела, глаза закатывались. Те, кто не выдерживал, умирали в конвульсиях, оставляя за собой лишь запах горелого мяса и следы крови на камнях лаборатории. Изменение психики. Не только тело ломалось, но и разум. Испытание травами разрывало неокрепшую психику. Многие теряли рассудок, погружаясь в безумие. Некоторые погибали не от мутагенов, а от того, что сами себе причиняли смертельные раны, пытаясь прекратить страдания. Выжившие становились другими. Их эмоции притуплялись. Радость, страх, любовь, боль – все становилось бледнее, слабее. Они могли смотреть в глаза чудовищу и не дрогнуть.
могли убивать без колебаний. Многие люди, видевшие ведьмаков после испытания, утверждали: в их взгляде больше не было человечности. Желтые глаза с вертикальными зрачками напоминали звериные, и это лишь укрепляло страх и ненависть простых крестьян. Третья стадия – адаптация. Если юноша выживал после введения мутагенов, начинался длительный этап адаптации. Его помещали в покое, где он неделю или больше лежал на грани жизни и смерти. Организм перестраивался, пищеварение менялось, дыхание становилось медленнее и глубже. Кровь приобретала устойчивость к большинству болезней и ядов. Реакции ускорялись, мышцы восстанавливались даже после сильных повреждений. Эти изменения давали ведьмакам то, что отличало их от простых людей: сверхчеловеческие рефлексы, выносливость, остроту чувств. Но вместе с этим приходило и проклятие, бесплодие, отчужденность от людей, вечная метка чужака. Выживаемость, смертность во время испытания была чудовищной. В разные эпохи она колебалась от 60 до 90%. В хрониках Каэр Морхена сохранились записи, что иногда за один год десятки мальчиков погибали на каменных плитах лабораторий, и лишь один или двое выходили живыми. Только представьте, из целой группы учеников, тренировавшихся вместе, смеялись, дрались, мечтали, почти все умирали в мучениях. Выжившие оказывались совершенно одни. Эта память становилась для них вечным грузом. Ведьмаки редко рассказывали о своем прошлом именно потому, что оно было связано с криками друзей, запахом смерти и пониманием. Они остались в живых лишь потому, что были сильнее или удачливее. Легенды об испытании. Среди ведьмаков ходили мрачные легенды. Одни говорили, что в момент испытания мальчик видит свой страх лицом к лицу. Если боишься волков, они набросятся на тебя в бреду. Если боишься огня, загоришься изнутри. И только победив собственный ужас, можно выжить. Другие утверждали, что души погибших учеников оставались в стенах Каэр Морхена и преследовали новобранцев. Ночью можно было слышать их крики, шепот и стоны. Правда это или нет, никто не знает. Но даже сами ведьмаки признавали, испытание навсегда меняло человека не только физически, но и духовно. Последствия испытания. Те, кто выжил после испытания травами, никогда уже не были прежними. Тело менялось навсегда, глаза становились желтыми со зрачками, как у кошек. Кожа быстрее заживала, мышцы становились сильнее и плотнее. Ведьмаки могли часами бежать без усталости, сражаться с чудовищами, которые разрывали бы воина в стальной броне. Но вместе с этим приходила и печать изоляции. Их взгляд пугал людей, их присутствие вызывало тревогу. Ведьмак мог сидеть в трактире спокойно, но стоило ему взглянуть на крестьянина, как тот опускал глаза и крестился. Новые способности. Испытание открывало способности, которые были недоступны обычным людям. Ночное зрение. Ведьмак видел в полной темноте так же ясно, как днем. Чувство запаха. Он мог уловить след монстра или человека, различать еды. Сверхреакции. Способность отражать удары стрел, увертываться от атак, двигаться быстрее, чем мог заметить глаз. Устойчивость. Ведьмаки пили зелья, смертельные для других. Их организмы выдерживали еды, мороз, болезни. Замедленное старение. Многие жили более 100 лет, сохраняя силу. Эти преимущества делали их идеальными охотниками на чудовищ, но превращали в чужаков среди людей. Проклятие ведьмаков. Но испытание несло не только силу, оно забирало многое. Бесплодие. Ни один ведьмак не мог оставить потомство. Эмоциональная холодность, радость и любовь, страх и печаль ощущались тускло, словно сквозь толщу стекла. Отчуждение. Многие ведьмаки были одиноки, не имели семьи, жили только дорогой и монстрами. Это и было их настоящим проклятием. Сила без будущего, жизнь без тепла. Примеры ведьмаков. Испытание травами стало легендой благодаря тем, кто его пережил. Геральт из Ривии – самый известный ведьмак. Он прошел испытание травами и был подвержен дополнительным экспериментам. Его волосы стали белыми, побочный эффект мутаций, но именно они сделали его еще сильнее и выносливее, чем остальных. Белые волосы стали символом его уникальности и получили название «Белый волк». Эскель – друг и брат по оружию Геральта. Он тоже выжил в испытании и сохранил более человечный характер.
Его шрамы напоминали, какой ценой он получил силу. Ламберт более циничный и злой, но это лишь отражение боли и ненависти, пережитой в юности. Он был одним из тех, кто открыто признавал: испытание было адом, и никто бы добровольно его не выбрал. Каждый ведьмак нес внутри себя воспоминания об этих днях боли, и это объединяло их сильнее любой клятвы. Мифы и отношения людей. Среди простого люда. Испытание травами обросло легендами. Одни говорили, что ведьмаков делают из детей, похищенных по ночам. Другие считали, что ведьмаки заключили сделку с демонами, и мутации — это метка ада. Многие верили, что ведьмаки утратили души и превратились в бездушных машин для убийства. Неудивительно, что даже те, кого ведьмаки спасали от монстров, относились к ним с ненавистью. Для людей они были проклятыми мутантами, ходячим напоминанием о том, что чудовище может жить не только в лесу, но и в человеке. Символизм испытания. Испытание травами стало не только практикой, но и символом всей сущности ведьмаков. Оно воплощало идею жертвы ради силы, цену, которую приходилось платить за выживание человечества. Каждый выживший становился живым доказательством того, что человек способен пройти через ад и вернуться другим. Но этот другой уже никогда не был полностью человеком. Для самих ведьмаков испытание было чем-то вроде обряда посвящения. Но в отличие от рыцарских посвящений или магических инициаций, оно не сопровождалось праздником. Оно было кровавым фильтром, отсекающим слабых и случайных. Память и травма. Даже спустя годы ведьмаки помнили свои крики. Многие признавались, что ночами их мучили кошмары, возвращая в те дни. Они редко говорили об этом, и еще реже с людьми, которые никогда не знали подобных страданий. Иногда в разговоре с собратьями всплывали мрачные шутки. Если ты думаешь, что у тебя был плохой день, вспомни испытание. Но за этой шуткой скрывалась правда. Травма оставалась с ними навсегда. Каэр Морхен и конец традиции центром испытания травами был Каэр Морхен, крепость школы Волка. Там находились алхимические лаборатории, где создавались мутагены и хранились книги с рецептами. Но после погрома Каэр Морхена многие знания были утрачены. Лаборатории разрушены, мастера убиты. Именно поэтому в более поздние века ведьмаков становилось все меньше. Никто уже не умел воспроизводить мутации в прежнем виде. Испытание травами стало символом ушедшей эпохи. Взгляд со стороны магов. Среди чародеев отношение к испытанию было неоднозначным. Некоторые видели в нем вершину алхимии и магии, шаг к созданию нового человека. Другие считали это преступлением против природы и человечности. Некоторые маги пытались возродить процесс, но терпели неудачи. Мутации были слишком нестабильными, а без древних формул и рецептов никто не мог повторить то, что когда-то создали предки. Судьба ведьмаков. Испытание травами сделало ведьмаков теми, кем они были – охотниками, чужаками, героями и изгоями одновременно. Но оно же обрекло их на вымирание. Без новых учеников, без лабораторий и алхимиков ведьмаков становилось все меньше. Они остались символом ушедшего времени. Последние из них были больше легендами, чем реальностью. Заключение. Испытание травами — это ад, который переживал каждый ведьмак. Оно было ритуалом боли, смерти и перерождения. Оно делало из мальчиков мутантов, наделенных силой и проклятием. Эти люди жили дольше, сражались лучше, убивали чудовищ, которые могли бы уничтожить целые деревни. Но цена была чудовищной. Жизнь их друзей, собственная человечность, любовь и будущее. Когда люди смотрели на ведьмака, они видели не только охотника на монстров, но и напоминание о том, что чудовище можно создать руками человека. И, пожалуй, именно в этом заключалась главная трагедия ведьмаков.